Всех приветствую на канале S-Family Life. В школьные годы моим фаворитом среди производителей мобильных телефонов была Motorola, и у меня никогда не было популярных в те времена Nokia или Siemens. При этом считаю, что мое детство было счастливое, так как на то время мобильный телефон это была роскошь, которая была у единиц в классе. Сейчас время технологий, и этим уже сложно кого удивить. И практически каждый второклассник имеет мобильный телефон, даже не с целью общения или просмотра любимых каналов на YouTube, а для спокойствия родителей. Я помню каждый свой телефон: Motorola T720i, Motorola C650 и самый запоминающийся Motorola V80. После просмотра этого обзора взгляните на него, влюбиться было просто невозможно. Пик популярности компании принесли такие модели, как E398 и Razer V3. Если вам интересно увидеть обзор на эти модели, то пишите в комментарии: «Хочу обзор E398 Razer V3». Эти модели официально уже не производят, но на AliExpress до сих пор можно купить восстановленные для ностальгии, так как на них уже не будет работать YouTube и различные мессенджеры, разве что как звонилку использовать или слушать музыку. Ссылки на них я оставлю в описании под видео. E398 на то время заменял беспроводные Bluetooth колонки, а вот Razer V3 был статусной вещью. Это сравнимо с тем, как сейчас не у каждого есть iPhone 12 Pro. Возможно, пример не совсем корректный, но смысл вы поняли. В 2007 году, когда Стив Джобс представил миру iPhone 2G, мир мобильных телефонов пошатнулся, и многие компании стали вне конкуренции или даже ушли с рынка. За это время бренд Motorola был куплен Lenovo с возможностью использовать имя Motorola. И теперь уже компания Lenovo Motorola решили сыграть на ностальгии и в 2019 году выпускают Motorola Razr 2019 первой генерации. В конце 2020 года выходит вторая генерация, которая получила название Motorola Razr 5G. Цена на момент записи видео в США составляет за первую генерацию $1000, за вторую генерацию $1400, а в Европе 800 евро за первую генерацию и 1500 евро за вторую. Для меня были важны два фактора, которые могли повлиять на выбор. Это цена и дисплей. Цена у первой генерации на порядок ниже, а дисплей такой же. И вот передо мной Motorola Razr 2019. Давайте я сейчас его распакую, посмотрим комплектацию и поговорим о технических характеристиках. Аккуратно не получилось. Да, еще свежая пленочка. Никто ранее до этого ее не открывал. В первую очередь стоит уделить внимание коробке. Я ни разу не видел, чтобы производители других мобильных устройств делали коробку настолько выдающейся в плане дизайна. Давайте вскроем. Где тут скроить? Сверху. Заклеено фирменным скотчем. Аккуратно надрежем. И момент истины. Да, коробку. Здесь нас встречает телефон. Как видим, данная коробка также служит док-станцией, которая способна усиливать звучание. Но это проверим в следующем обзоре по опыту эксплуатации. Выглядит все качественно. Пластик. Сама крышка тоже пластиковая. Здесь внутри еще мягкий держатель, наверное, который прикасается к стеклу, чтобы не повредить телефон. Ну, все по крышке, в принципе, все. Ее можно отложить. Также интересно, возможно ли в этой док-станции заряжать телефон. Пока я здесь не вижу никаких USB входов. Скорее всего, нельзя. Аксессуары находятся в коробке, больше похожи на футляр для очков. Давайте с них и начнем.
Здесь у нас расположился кабель для зарядки, USB Type-C на USB-A, что очень странно. Обычно сейчас уже производители кладут USB Type-C на USB Type-C. Ложим. Также тут располагается проводная гарнитура с подключением USB Type-C. Насколько качественно она звучать будет, это проверим в следующем обзоре по опыту эксплуатации. Выглядит она качественно. Такой же кабель, как и в случае с кабелем, имеет такой плетеный вид. Вот, собственно, такие наушники, на которых есть гравировка Razer. В принципе, и все. Наушники внутриканальные. И чтоб не выпали, есть держатели. Держатель можно снять и использовать наушники только с амбушюрами. И использовать наушники в таком виде. Тогда они не становятся маленькие. Не знаю, я никогда не носил с такими держателями. Также здесь расположился переходник с USB Type-C на мини-джек. Если у вас есть наушники на мини-джеке, то можете ими пользоваться. Так, сменные амбушюры для наушников вместе с держателями. И адаптер питания. Давайте посмотрим, насколько он ватт, потому что во многих обзорах эта информация разнится. Я тут не вижу. А интересно, насколько он ватт? Вот информация. Входящая. 3 ампера. Не знаю, тут как-то информация не указана, но вообще в разных источниках говорят по-разному. Кто говорит, что он на 15, кто говорит, что он на 18 Вт. Также это фирменная технология Turbo Power, разработанная самой Motorola. У меня телефон европеец, и вилка тут подойдет под наши розетки. Если заказывать в США, то нужен будет переходник. Вот, собственно, тут инструкции различные. И все, по комплектации здесь, в принципе, все. Вот такой футляр для аксессуаров. Сделан из приятной такой ткани. Если сравнивать с комплектацией смартфонов в 2021 году, то она очень богатая. Такой комплектации сейчас не встретить. И вот, наконец-то, я добрался до самого устройства. Обзоров на него я посмотрел много. И в основном они были сняты на локациях производителя, куда приглашали журналистов. Но одно дело смотреть со стороны, а другое дело взять его в руку и осознать, что сам его купил. Пока отложим ток-станцию. Да, в руке сидит отлично. Я его планирую использовать без чехла, так как чехлов для него практически не существует. А те, что есть, удешевляют аппарат. Давайте я сниму пленку. На лицевой панели располагается сенсорный дисплей диагональю 2,7 дюйма с разрешением 600 на 800 пикселей. 16-мегапиксельная камера. Под ней также имеется двойная вспышка. На подбородке находится Touch ID. В Moto Razr второй генерации его перенесли в эмблему на задней части. Тут используется пластик. Также разъем USB Type-C. А рамка телефона выполнена из стали. Давайте откроем. Первое открытие, и тут сразу присутствует эффект вау. Ощущение, что смартфон из будущего. Экран пластиковый. Палец по нему достаточно хорошо скользит. Здесь, как мы можем заметить, не видно излома.
Как, например, в том же Galaxy Fold излом отчетливо видно. Тут компания Lenovo Motorola решила использовать дисплей своей собственной разработки, и он имеет натяжение при раскладывании. Сейчас при выключенном дисплее не видно, но часть экрана уходит сюда в подбородок. Вот так, если покажу. Ну, сейчас его включим потом и продемонстрирую. Основной дисплей имеет непривычное разрешение 2142 пикселя на 867 при соотношении сторон 21:9. При таком соотношении отлично смотреть фильмы, но на данный момент не весь видеоконтент адаптирован. Компания Motorola заверяет, что экран может выдержать до 100 тысяч складываний и раскладываний. Эти цифры впечатляют. И как я уже говорил, внешний дисплей 2,7 дюйма и 800 на 600 пикселей. Частота обновления главного экрана 90 Гц. Здесь также установлена фронтальная камера на 5 мегапикселей. И, как я и говорил, и основная на 16 мегапикселей. В телефоне 128 гигабайт встроенной памяти. Тут отсутствует слот под карты памяти. И нет слота под физическую сим-карту. А используется электронная eSIM. На 2021 год возможность подключать eSIM есть у всех крупных операторов. Уже с опытом использования электронной сим-карты я поделюсь во второй части видео. Здесь у нас 6 гигабайт оперативной памяти, не самый быстрый процессор Snapdragon 710, Bluetooth 5 версии и, конечно, присутствует NFC, куда же без него. Оплачивать покупки с ним уже обычное дело. Давайте включим устройство. Для этого здесь есть ребристая кнопка включения. Да, вот он, первый запуск. Качество передачи цветов, картинки довольно-таки красивое. Интересно, есть здесь Россия? Да, есть русский язык. Отлично. Давайте пока без сим-карты. На первом этапе все работает достаточно быстро. Возможно, этого процессора телефону и хватит, чтобы смотреть видеоролики и играть в игры. Сейчас он загрузит обновление, и я вернусь. Ну все, обновления загрузились. Пропустить, просто посмотрим внешний экран, внешний вид. Вот сколько всего просит. Потом надо с этим будет совсем разобраться еще. Вот, собственно, первый старт. Идет загрузка приложений. Я андроидом не особо умею пользоваться. Также давайте отклеим эту внешнюю пленку. Аккумулятор здесь установлен не самой большой емкости, 2510 мАч. Обязательно выйдет продолжение или уже вышло, смотря когда вы смотрите этот обзор. Там я расскажу опыт эксплуатации спустя месяц, так как планирую активно пользоваться этим устройством. На первое устройство был установлен Android 9, но когда я заказывал, в описании к продукту был указан Android 10 версии. Это, я надеюсь, у меня получится сейчас проверить. Система, об устройстве. А нет, здесь также установлен Android 9 версии. Но его можно обновить до 10 без проблем. Есть официальное обновление. Давайте посмотрим несколько фишек, которые я увидел, когда смотрел обзоры на этот телефон. Первое, что по телефону можно разговаривать в сложенном состоянии. Здесь имеется динамик и будет слышно абонента. То есть мы можем поднять трубку через экран. Этот экран у нас сенсорный. Вот нажимается все.
Также здесь управление жестами. Поворотами включается селфи-камера. Вот включилась селфи-камера. Если потрясти телефон, включается фонарик. Интересная, конечно, реализация. Попробую воспроизвести одно из своих видео на канале. Здесь YouTube в предустановленных приложениях есть. Давайте введем. Войдем в канал и давайте посмотрим про копию. Здесь я еще не ввел свой аккаунт, поэтому присутствует реклама. И вставим его в кейс для усиления звука. Всех приветствую в новом 2021 году на канале S-Family Life. И хочу поздравить вас с прошедшими праздниками и пожелать в новом году не болеть и достичь поставленных целей. А одна из моих... Как видим, звук совсем немножко усиливается. На этом первая часть видео подходит к концу. Выскажу свое личное мнение. Я предвзято отношусь к компании Motorola с положительной стороны этого слова, так как она заняла целый этап моей жизни. Я рад, что они возродили легенду и сделали это достойно. И в 2021 году есть хорошая новость. Moto Razr официально представлен в России и уже сейчас доступен предзаказ. Про опыт эксплуатации я обязательно запишу обзор и от вас попрошу поддержать это видео лайком, если оно понравилось, а также напишите комментарий по теме видео. И не забудьте подписаться на канал. По статистике основной процент смотрит без подписки. До встречи в новых обзорах. Какой же он красивый. Мне определенно нравится этот телефон. Буду пользоваться. Посмотрим, как в эксплуатации. И чуть не забыл показать, как вот все-таки убегает подбородок. Видите? Складывается. Здесь черная полоса. Раз. И экран заезжает. При открытии он растягивается. Заезжает. И при открытии раскладывается.